Ребята, всем привет, с вами Маньяк, и сегодня мы будем с вами разбирать нового героя Наташу. Наташа у нас киллер бездны, и разработчики анонсировали сегодня ее скиллы уже. Давайте будем разбираться с ее способностями, и будем уже понимать, что она может, и насколько это будет сильный герой. С активной способности Наташа может наносить 1000% урона от ее атаки одной цели с самым низким уровнем здоровья. А также Наташа наносит 800% урона от атаки на 2 раунда в виде кровотечения. Теперь давайте поговорим о том, как Наташа усиливает свою активную способность. А активную способность она усиливает с помощью зарядов кристалла. Чтобы получить кристальный заряд, Наташе нужно выполнить обычную атаку по врагу. Соответственно, если Наташа выполняет обычную атаку, то ей добавляется 2 уровня заряда кристалла. И второй способ, как получить заряд кристалла, это должен умереть вражеский герой. После смерти вражеского героя Наташа получает также 2 слоя. И давайте посмотрим, в зависимости от какого слоя, какие дополнительные эффекты получает наша активная способность. Когда у Наташи один слой и она использует свою активную способность, то ее активная способность уже будет наносить урон не одной цели, а 2 целям с самым низким уровнем здоровья. Если у Наташи 2 слоя, то она ворует 20% от атаки у своей цели на 3 раунда до своей атаки. То есть до того, как она будет использовать свою ульту, она ворует 20% и потом атакует. И учитывая то, что это уже второй слой, будет действовать еще первый слой. Соответственно, Наташа будет атаковать 2 цели и будет у них воровать 20% от атаки. С 2 целей это уже 40% от атаки она будет получать на 3 раунда. Если Наташа накопила 3 слоя кристального заряда, то ее активная способность нанесет критический урон со 100% шансом 2 целям. Следующее, если у нее 4 слоя, то она конвертирует 90% нанесенного урона в здоровье Наташи. И 5-й слой Наташа снимает 100% брони у цели до своей атаки на 3 раунда. И соответственно после использования активного навыка у нас все слои обнуляются. Переходим к следующей пассивной способности Наташи, которая у нас будет бустить ее характеристики. Это здоровье плюс 30%, атака плюс 40%, критический урон плюс 40%, иммунитет к контролю плюс 30% и скорость плюс 40%. Следующая пассивная способность у нас как раз таки обычная атака. И эта обычная атака будет наносить урон цели с самым низким уровнем здоровья. Урон этот будет 600% от атаки, и эта атака будет критической. И после атаки обычной Наташа как раз таки получает 2 слоя кристального заряда. Переходим к последней способности. Когда враги умирают, Наташа восстанавливает себе здоровье в размере 25% от своего максимального здоровья. Повышает атаку на 25% на 4 раунда, а также получает 2 слоя кристального заряда. Давайте подведем итоги. Герой, в принципе, получился довольно-таки неплохой. Должен вносить хороший урон по врагам. За счет того, что он постоянно будет у них стилить атаку и, грубо говоря, дебафить, он выступает хорошим дебафером. У киллеров, как правило, не очень хорошо с выживаемостью. Поэтому нам нужно подобрать под нее определенную команду. И давайте посмотрим, что нам рекомендуют разработчики. Они нам рекомендуют использовать таких героев, как Роган, Фиона, Веса, Халора и Бесстрашный Осмот. Эта информация как раз таки для ознакомления с данным персонажем. А дальше же, когда герой выйдет, мы уже наглядно посмотрим, на что этот герой способен. На этом мы будем заканчивать наше видео, и всем спасибо за просмотр. Если вам это видео понравилось, то ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. Всего доброго, ребята!